Люсия была безработной, жалкой неудачницей, такой же как я, которая каждый день пыталась устроиться на работу, но ни одна компания не хотела принимать его, потому что он был таким уродливым. Наконец, однажды вечером он получил работу, пообещав подарить боссу Глак-Глак 2000 в ванной комнате. Он с радостью отправился домой. Пока он был погружен в свои мысли, из магазина вышел грабитель, который выстрелил в полицейского из пистолета. Он начал убегать, но полицейский оказался настоящим мужчиной Сигмой и повалил его на землю. К сожалению, грабителем был американец, так что в итоге он застрелил невинного прохожего, которым оказался сам Лусио. Он падает на колени, думая о том, что последнее, что он когда-либо делал в этом мире, это продавал себя как единственную фанатку за какие-то деньги. Все становится черным перед ним, когда внезапно он слышит голос Бога, который говорит ему, что он был впечатлен выступлением Люсиль в ванную, и решает перевоплотить его в фантастическом мире магии и монстров. Люсиль открывает глаза и обнаруживает, что стоит в чистом поле в полном одиночестве, когда внезапно поднимает голову и видит гигантского красного дракона, летящего над ним. Он снова встает и проверяет свои статистические данные, только чтобы понять, что эта жизнь кажется просто игрой, и ему поручили класс целителя, что, вероятно, хорошо для него, так как он слишком большая стерва, чтобы быть воином и сталкиваться с монстрами лицом к лицу. Он проверяет свои карманы, чтобы найти пару пенни, которые он получил вчера вечером после того, как постоял возле светофора на красный свет. Он решает заработать больше денег уважительно в этой жизни и начинает идти, как вдруг натыкается на труп мертвого монстра, который пугает его, и он снова убегает. Еще раз. Пройдя некоторое время, он наконец достигает ворот города, которые охраняются группой солдат. Он понимает, что каждый, кто входит в город, предъявляет удостоверение личности и платит какую-то пошлину, но у него ничего нет. Его окликают охранники, которые просят предъявить его удостоверение личности, но Лусио выдумывает ложь, говоря, что он вырос в лесу как целитель, но у него ничего нет. Его выгнали из клана, потому что он был слишком уродлив. Охранник говорит ему заткнуться к чертовой матери и заходит внутрь, но возвращается только для того, чтобы привести сильную независимую женщину по имени Луми. Она бросает один взгляд на его уродливую мать и велит ему следовать за ней внутрь, в то время как охранник предупреждает его, что Луми любит быть главной в отношениях. Люсиль наплевать на это, и она начинает бежать за ней, когда он натыкается на 3 авантюристов и падает на землю. Они сердито смотрят на него и спрашивают, кто он такой, черт возьми, и Лусио отвечает, что он целитель. На первом этапе авантюрист, кажется, злится, потому что ему не нравятся целители, но решает отпустить его после того, как Лусио улыбается ему, как мальчик-подросток, у которого проблемы с папой. Люму подходит к нему и говорит, что она убила бы авантюристов, если бы они решили причинить ему вред, что является очевидно, это ложь, потому что она женщина. Позже Люсиль следует за ней в огромный зал гильдии, и, оказавшись внутри, она говорит ему, что это гильдия целителей, и что тебе следует зарегистрироваться здесь. Он подходит к стойке регистрации и начинает заполнять анкету, прежде чем сказать администратору, что у него IQ целителя. Стэнли пьет воду из бутылки и не помнит название своей деревни. Она велит ему написать все, что угодно, и забирает бланк обратно, прежде чем вернуться с совершенно новым удостоверением личности для него. Он закрывает глаза и сосредотачивается на карточке, как вдруг она показывает ему его ранг, который равен G. Она поздравляет его с вступлением в гильдию, и Луми решает уйти, когда он останавливает ее и говорит, что не знает никаких заклинаний и не имеет магической подготовки. Она смотрит на него с отвращением, но говорит, что у него есть 3 варианта. Первый вариант – тренироваться как наркоман каждый божий день. Второй вариант – следовать примеру капитализма в Америке и брать кредиты на учебу, а потом вечно оставаться в долгах. Или третий вариант – стать стажером, что, как всем известно, является узаконенным рабством. Он решил начать усердно тренироваться, и Луми посоветовал ему остаться в гильдии и тренироваться в течение 10 дней, после чего они увидят, как у него все получится. Куру, администратор, показывает ему крошечную комнату, которая все равно больше, чем дом среднестатистического жителя Нью-Йорка. И он замечает книгу заклинаний возле своей кровати. Он сразу же забирается на кровать и начинает читать книгу, как маленькие девочки читают фанфики «Сумерек». Он решает попробовать немного своей магии, но понимает, что он слишком слаб, чтобы творить какую-либо настоящую магию. Поэтому он продолжает пытаться, пока его мана полностью не истощится и не наступит ясность после психоза его, когда он лежит на кровати и плачет. Он просыпается на следующее утро и решает снова потренироваться, но вместо того, чтобы достичь полного оргазма. Он начинает постепенно приходить в себя, чтобы ясность после оргазма не была такой сильной. Постепенно у него это получается лучше, и его показатели значительно увеличиваются, когда внезапно в его комнату входит симпатичная девушка с немного еды и представилась как Моника. Он благодарит ее за угощение и, набив живот, снова пробует заклинание и, наконец, добивается успеха. Он спускается вниз, чтобы сообщить Монике о своем достижении, и она просит его дать ей монетку, потому что вынуждена смотреть на его уродливое лицо. Он отдает деньги, но упоминает, что он сучка Луми, что пугает Монику, и она немедленно возвращает ему деньги, говоря, что все боятся Луми и огромного меча у нее в штанах. От этой мысли у него немного намокают штаны, но он решает сосредоточиться и отправляется практиковать свою магию исцеления и заработать немного денег. По дороге он снова замечает 3 искателей приключений, и они начинают приставать к нему. Внезапно появляется группа уродливых искателей приключений с несколькими ранениями, и лидер по имени Бас немедленно отправляется их проверить. Люсиль внезапно вспоминает, что Моника сказала ему, что, как и в Америке, медицинское обслуживание стоит очень дорого. Именно поэтому люди не могут позволить себе нанять целителя. Как и любая белая блондинка, которая думает, что может изменить мир, Люсиль решает,
обещает, что он будет другим, и предлагает помощь искателям приключений. Он отводит их всех в глухой переулок, где он вел свой бизнес за мусорным контейнером, когда был жив. Он начинает лечить девочку, но в итоге оказывается тупицей с одним насосом. Он снова становится твердым, и на этот раз он достигает кульминации с девочкой и заканчивает тем, что исцеляет ее. Он повторяет этот процесс со всеми остальными искателями приключений, пока не остается только один искатель приключений, но прежде чем он сможет исцелить последнего. Он начинает чувствовать сонливость, так как израсходовал все свои силы. Падает на землю. Позже той же ночью он получил травму из-за своей некомпетентности и решил, что будет тренироваться еще усерднее, чтобы увеличить запас маны. На следующий день он отправляется в гильдию искателей приключений, где находит лучшую девушку в шоу Нану. Она говорит ему, что у него нет никаких боевых способностей, поэтому он пока не может стать искателем приключений. Он умоляет ее найти ему учителя, который научит его драться. Она ненадолго задумывается, а затем возвращается с парнем ростом в 6 футов, который собирает все материалы на Тинда и покидает их на следующее утро. Он говорит Лусио, что ему нравятся фембои и он научит его драться, но Лусио придется давать ему гвак-гвак 2000 каждый день. Лусио в очередной раз продает свою душу как абсолютную мысль и соглашается с ним, прежде чем вернуться в свою комнату отдохнуть, когда Моника возвращается с немного еды. Во время еды она говорит ему, что если он сможет повысить свой уровень до 5, она будет делать железо к железе. Сразись с ним. Это дает ему большую мотивацию, и он очень усердно тренируется в течение следующей недели и наконец решает, что готов к тренировкам. С 6-футовым гигачадом. Он благодарит Куру и отправляется в гильдию искателей приключений, где белокурая красотка велит ему спуститься в подземный подвал, откуда дети никогда не возвращаются. Этот идиот решает войти, несмотря ни на что, и обнаруживает внутри безумно большой тренировочный зал, а там стоят дети-гига, готовые к тренировкам. Он представился как широкоплечий и сказал ему начать бегать по площадке в качестве разминки. У него начинает заканчиваться энергия, но он вспоминает, каким жалким он был в своей прошлой жизни, когда он не мог даже пошевелиться, когда в него попала пуля. Поэтому он решает дорожить этой жизнью и вместо этого начинает танцевать тверк, прежде чем упасть на землю в полном изнеможении. Рот понимает, что этот парень должно быть был в дискорде мод и в своей прошлой жизни, который никогда не прикасался к траве. Поэтому он заставляет его тренироваться еще усерднее, заставляя его растягиваться, и после этого он говорит Люсиль, чтобы она попыталась ударить его ногой. Люсиль готовится и наносит удар ногой, который слабее линии твоего подбородка, но Брод легко останавливает его и говорит ему, чтобы он выкладывался по полной. Лусио пытается нанести удар, но промахивается, так как он слишком медлителен. Затем он решает провести комбинацию ударов руками и ногами, но промахивается, и Брэд забывает о нем. Он наносит удар еще раз и подпрыгивает, чтобы нанести удар в замедленном темпе, но Брэд уворачивается, заставляя его нанести еще один удар, который он снова пропускает. Он пытается нанести последний удар, но Брэд легко блокирует его и сбивает его на землю. Он говорит Люсиль, что ему нужно тренироваться каждый день, так как он немедленно умрет, если столкнется с какими-нибудь монстрами. Люсиль решает исцелить себя, но Брод останавливает его и говорит ему перестать быть и позволить своим природным способностям к исцелению работать. И он соглашается, думая, что таким образом он мог бы спасти себя. Это для тех случаев, когда ему действительно больно. Внезапно кучке искателей приключений приходит мысль, которая, похоже, причиняет им боль. Лаксу подбегает к ней и спрашивает, что случилось, и она показывает ему то, что получила от монстра. Лаксу на какое-то время потерялся в ее сочных бедрах, но тут же вернулся к реальности и решил полностью исцелить ее. Эта мысль действительно удивляет, и сразу же все ее друзья тоже выиграли кусочек Люсиль. Хаферти закончил удовлетворять своего клиента, Брод подходит к нему и говорит, что хочет, чтобы он практиковал свою целительную магию каждый божий день, пока полностью не выдохнется. А затем использовал медитацию, чтобы получить все необходимое. Энергия возвращается. Люксу обещает усердно тренироваться, но при этом утверждает, что у него не так много денег на еду. Брэд заканчивает тем, что говорит ему, что он мог бы остаться в самой гильдии и получать еду, если он позволит ему похлопывать себя по заднице 3 раза в день. Люсиль удивлена выносливостью Брэда, но как начинающая актриса в Голливуде, она решает согласиться и на это требование. Позже тем же вечером он принимает ванну, пока Брэд наблюдает за ним, и перед уходом он дает ему кучу одежды. Люсиль одевается и начинает чувствовать запах грязного белья, как и все вы, но Нана ловит его и просит отдать ей, чтобы она могла постирать его. После этого он спустился в бар, где увидел Брода, сидящего с кучей еды, и сказал Люсиль, чтобы она ела как можно больше, потому что ему нравится, когда у его игрушек для мальчиков толстая задница. Люсиль ест так, словно это его последний день на земле, а потом возвращается в свою комнату. После вечеринки с сосисками Брод решает уйти и говорит Люсиль, что завтрашняя тренировка будет сложнее, поэтому ему нужно немного отдохнуть. Он пытается уснуть, но слишком взволнован, поэтому решает размяться, попрактиковаться в некоторых заклинаниях, помедитировать и, наконец, спи. На следующее утро его будет Брод, который ведет его в таверну, где толстяк подает ему завтрак, которому определенно запрещено находиться рядом с детьми. Он достает большой кувшин, наполненный мочой чингука, от желания выпить которую любая девочка умерла бы. Толстяк говорит ему пить ее так же, как он пьет другие слизистые напитки, так что Лусио просто закрывает глаза и выпивает до дна. Внезапно все его тело наполняется энергией, и он начинает есть, как Сэм Сулек после стероидного цикла.
После этого он спускается в тренировочный зал и снова начинает тренироваться, но пропускает все удары только для того, чтобы получить удар в живот и упасть на землю. К счастью, моча Чонгука придает ему дополнительную энергию, так что он снова встает и начинает спарринговать с Бродом, который атакует его градом ударов, в то время как все, что он может сделать, это попытаться блокировать их. Наконец-то Брод находит удобный момент и наносит мощный апперкот, который отправляет его в полет на землю. Род думает, что на сегодня с него хватит, но Люсиль снова встает, готовая к бою. Это действительно возбуждает Брода, но прежде чем он успевает снова выбить дерьмо из Люсиль, в тренировочный зал входит девочка-кошка и спрашивает, может ли Люсиль исцелять людей, не требуя больших денег. Он, очевидно, ухватился за мысль о том, что может почувствовать запах женщины, и тут же подбежал к ней, прося показать, где она получила травму. Девочка-зверь оборачивается, чтобы показать след от укуса на своей талии, что выглядит очень странно. Люсиль немедленно начинает произносить свои заклинания, и он полностью исцеляет ее. Она оборачивается со слезами на глазах и начинает всхлипывать. Внезапно ему звонит искатель приключений и спрашивает, почему он лечит людей-зверей, когда все относятся к ним по-расистски. Люсиль отвечает, что расизм — это очень по-гейски, и что настоящие альфы никогда не бывают расистами. Парень улыбается ему и спрашивает, могут ли они вернуться снова, если получат травму, и Люсиль кивает в знак согласия. Девочка прыгает на Люсиль, чтобы обнять его, что делает вас всех еще более жалкими, чем он сам. Позже тем же вечером он возвращается, чтобы поужинать, или этот жирный урод снова приходит с мочой, которую его заставляют выпить перед тем, как лечь спать. Проходя по коридору, он внезапно замечает, что множество людей, похоже, следуют за ним и наблюдают за ним. Он возвращается в постель, думает обо всех девушках, которых преследовал подобным образом, и засыпает. На следующее утро за завтраком он рассказывает Броуду и Фатте об этих преследователях, и выясняется, что люди преследуют его, потому что боятся, что он убежит прочь. Это сбивает его с толку, но Броуд объясняет, что большинство искателей приключений очень бедны и не могут позволить себе нанять целителя, поэтому когда они получают ранения в бою, им приходится отдыхать, а затем возвращаться, чтобы снова заработать денег. Но когда он рядом, они могут быстро вылечиться и продолжать зарабатывать деньги. Люсиль подтверждает, что он никуда не поедет по крайней мере месяц, и говорит им, что следующий человек, который попытается преследовать его, получит золотой дождь. Следующие несколько недель пролетели довольно быстро, и он начал знакомиться с кучей людей из гильдии, которых он исцелял раньше. Брод чтобы в будущем он стал зверем-титаном, но он довольно плох в своей работе, так как даже моя бабушка может это сделать. Бросай сильнее, чем неженка. Наконец-то, спустя еще несколько дней, месяц подходит к концу, и контракт Лусио заканчивается. Брод поздравляет его с окончанием базовой подготовки и спрашивает, что, черт возьми, он собирается делать теперь. Лусио утверждает, что правительство поймало его за уклонение от уплаты налогов, и он собирается выплатить гильдии кучу денег. Род решает купить его еще раз, вручает ему кучу серебряных монет и говорит, чтобы он заплатил гильдии налоги, а затем вернулся к тренировкам Холл. Он благодарит его за помощь, прежде чем поспешить обратно в гильдию целителей и заплатить налоги. После этого он возвращается в гильдию искателей приключений, где Брэд немедленно отводит его в подвал, чтобы похлопать по заднице. Позже в тот же день Люсиль откидывается на спинку стула, чтобы пообедать, когда жирный урод снова приходит с огромной порцией мочи Чонгука и заставляет его выпить ее еще раз, как обычно. Он готовится тренироваться еще усерднее. На следующее утро Люсиль собирается еще немного потренироваться, когда Брэд говорит ему, что сегодняшняя тренировка будет проходить не в зале, а на кухне, где он хочет, чтобы Люсиль научилась разделывать животных, чтобы показать веганам, как надо жить. Он кажется немного ошарашен, но проходит по коридору в заднюю кухню, где его встречает Гал, старший брат Фатти. Девочка приветствует его и говорит, чтобы он не волновался, так как сначала он покажет, как это делается. После этого он сразу же достает из своей сумки целого поросенка, которого он определенно украл у Де Раймонда после того, как ограбил его. Девочка начинает разделывать животное, в то время как Лусио смотрит на это как жалкий неудачник-веган, который хочет, чтобы родительский комитет имел абсолютный контроль над миром. Девочка далее рассказывает ему, что они используют это мясо, чтобы прокормить население этого города, но настоящая причина, по которой Лусио здесь, другая. Род отправил его сюда, чтобы он мог узнать о различных монстрах в лесу и их слабых местах, чтобы он мог защитить себя во внешнем мире. Люсиль сразу же пугается, говоря, что он никак не сможет сразиться с монстром, но Гал говорит ему перестать быть таким же, как сотни искателей приключений. Каждый день они выходят сражаться, и многие из них погибают на поле боя, и их больше никто не увидит. Для того, чтобы исцелять других людей, ему нужно сначала спасти себя, а для этого ему нужно перестать быть таким. Девочка достает рогатого кролика из сумки Де Раймонда и велит Люсиль разделать его. Он в полном шоке, но все же решает попробовать и начинает резать животное, каким-то образом умудряясь прикончить его. Позже тем же вечером он садится, когда Фатти говорит ему, что его одежда вся грязная и что тебе следует пойти постирать ее. Он выходит на улицу и начинает стирать ее, как вдруг к нему подходит Нана и спрашивает, все ли с ним в порядке, и на самом деле некоторое время держит его за руку, из-за чего он немедленно Позже тем же вечером он попробовал тушеного кролика и решил больше не быть дерьмовым веганом. На следующий
следующее утро, когда он шел по коридору, его перехватили Нана и еще 2 девушки с очень интересными планами. Они затащили его в библиотеку и начали воспроизводить все различные версии Камасутры, которые у них были. Лусио предпочитает читать книги Наны, поэтому остальные уходят, а она начинает рассказывать ему о различных позициях, которые нравятся людям в этом мире. После этого дня каждый божий день Лусио тренировался с Броуд, помогал Гал на кухне, а затем занимался с Наной в библиотеке. Довольно скоро прошло 6 месяцев, и у него появились интересы, как у влиятельного человека в Инстаграм. Его одежда начала прилипать к телу. Нана говорит ему, что они не выносят оттепели, и берет его с собой, чтобы купить одежду получше, и проведя весь день за покупками, они возвращаются пешком. На обратном пути в гильдию они внезапно слышат крик. И Люсиль бежит на голос только для того, чтобы найти Монику, лежащую в переулке в луже крови, как среднестатистический житель Нью-Йорка. Они отвозят ее обратно в гильдию и лечат, в то время как Люсиль спрашивает Нану, кто может стоять за этим нападением. Нана утверждает, что это мог быть какой-то таран и ограбление, но Моника просыпается и заявляет, что на нее напал человек, посланный какой-то группой целителей. Это сбивает Люсиль с толку, но Моника объясняет, что пару дней назад одну из ее подруг продали в рабство, потому что у нее не было достаточно денег, чтобы заплатить целителям. Моника зашла в Твиттер и запустила хэштег «Отмени рабство», а эти банды целителей разозлились ее вспыльчивостью и решили покончить с собой. Позже тем же вечером Моника приходит в таверну и спрашивает Люсиль, сколько она ему должна за спасение его жизни. Люсиль, будучи джентльменом, он попросил ее просто позволить ему один раз похлопать ее по заднице, и она согласилась. Пару дней спустя нападавшего поймали, но он отказался назвать того, кто его нанял, поэтому его отправили на остров Эпштейна. Проходит пара месяцев, как вдруг в один прекрасный день Брод вбегает внутрь и говорит Люсиль следовать за ним, так как некоторые искатели приключений серьезно ранены. И мне нужна его помощь прямо сейчас. Они бегут по переулкам, а Брод объясняет, что эти искатели приключений были в лесу, когда внезапно странное существо напало на них сзади и ранило почти всех. Они наконец-то входят в дом, где их держат, и Люсиль замечает кучу искателей приключений, которые просто лежат на земле раненые. Но Брод отводит его в другую комнату, где содержались 3 искателей приключений, которые были почти мертвы. Люсиль подходит к парню с кровоточащим животом и пытается вылечить его, но вынуждена использовать почти всю свою ману, чтобы закрыть рану, из-за чего он теряет сознание. Брод поймал его и дал ему немного Ред Булла, который дал ему крылья, и он снова начал лечить 2 других отравленных товарищей по команде. После того, как все они оказались в безопасности, он снова потерял сознание и на этот раз очнулся в комнате, где рядом спала Нана. Он узнал, что несколько человек умерли, пока он был без сознания, и это его очень огорчило, но он решил продолжать двигаться вперед. Вскоре после этого проходит еще несколько месяцев, и он отращивает свой дурацкий маленький хвостик и переодевается, прежде чем сообщить Брэду, что, по его мнению, ему пора уходить. Окунись в реальный мир и наберись больше опыта. Брэд пытается остановить его, так как ему не хватает рук под столом, но как и любой девушке, которая жульничает. Он говорит ему, что все это было в его пропуске, и он изменился. Он сказал, что попытается научиться магии и стать сильным, после чего откроет клинику и будет лечить всех за очень небольшую плату. Брод желает ему удачи в его бредовой мечте, а Люсиль наконец покидает гильдию искателей приключений, чтобы исследовать мир. Он отправляется в путь и достигает гильдии целителей, где встречается с Куру и просит ее удалить его гильдейскую карточку. Она берет карточку и заходит внутрь, но похоже совершенно сбита с толку и напугана после проверки его характеристик. Она спрашивает, какого черта он делал целый год. Он рассказывает ей о том, как тренировался каждый божий день и пил мочу лорда Ченгука, что помогло ему стать таким сильным. Куру говорит ему, что его повысили на 5 рангов, от ключевого до С, превзойдя все промежуточные ранги. Он спрашивает, сколько стоит книга заклинаний ранга С, и Куру отвечает, что ему нужно за нее 90 серебряных монет, что слишком много. Лусио проверяет свои карманы и обнаруживает, что у него осталось всего 3 монеты. Как раз в тот момент, когда он подумывал о создании единственного фан-клуба, в гильдию вошел Брод, положил перед ним огромный мешок монет и сказал ему вернуться в гильдию искателей приключений за еще 1 монетой. Год, как он не мог жить без него. Он даже обещает платить ему ежемесячно, пока он будет там жить, и предоставить ему бесплатную комнату. Куру спрашивает, не домогается ли его этот парень, но Люсиль к этому моменту уже полностью одумалась и соглашается вернуться в гильдию искателей приключений. Он снова устраивается в своей комнате со всеми необходимыми ему книгами заклинаний, которые купил его папик Брэд. Вскоре Брэд заходит в свою комнату, и Люсиль думает, что пришло время снова раздеться, но Брэд говорит ему спускаться к ужину. Как только он заходит в таверну, его удивляет, что все члены гильдии устраивают вечеринку в его честь. Он благодарит их всех, в то время как толстяк снова угощает его напитком лорда. Все закрывают носы, в то время как этот сумасшедший парень выпивает все одним глотком. После этого он сидит один на столе, потому что никто не хочет приближаться к его вонючей заднице. Но Бас и его приспешники, которых он спас от смерти на днях, сидят рядом с ним, пока Бас спрашивает его, интересует ли его мужчина или нет. Как и любой неуверенный в себе мужчина, он сразу же начинает нести чушь о странных людях, но Бас говорит ему, что они очень прогрессивные люди и поддержите это движение. Лусио смотрит на их счастливые лица и вспоминает, как он столкнулся с ними в первый день
день своего пребывания в этом мире и до смерти испугался, но теперь он знает, что это не так. Мне начал нравиться этот мир. Другой миньон из Басраб предлагает Люсиле отправиться в место, где транслируются стримы Twitch Girls, и эта оскорбительница немедленно соглашается. На следующее утро во время тренировки в тренировочном зале Люсиль слышит какие-то голоса, когда внезапно появляется огромный толстый уродливый ублюдок прямо из манги Enter, в то время как Нана пытается остановить его. Он сразу же замечает Люсиль и подходит к нему, спрашивая, не он ли целитель. Люсиль подтверждает его подозрения, а уродливый ублюдок утверждает, что его зовут Бот. И Люсиль внезапно вспоминает, что его подозревали в организации нападения на Монику пару месяцев назад. Бот приказывает ему немедленно покинуть гильдию искателей приключений, так как он будет работать в своей клинике, но Люсиль наотрез отказывается. Бот злится на это и говорит ему, что у него нет другого выбора, кроме как присоединиться к его клинике, потому что с тех пор, как Люсиль приехала в этот город и начала лечить людей, клиника Бота не смогла получить большой прибыли. Люсиль говорит ему, что это похоже на твою проблему. И это выводит его из себя, когда он начинает болтать о том, какой он замечательный, поскольку может использовать целительную магию высочайшего уровня. Люсиль называет его мошенником, потому что он берет огромные деньги даже за малейшую травму, а если пациент не в состоянии заплатить, он продает его в рабство. Бог приходит в ярость от этих обвинений и, как любой взрослый человек, у которого есть две мозговые клетки, говорит ему, что Лусия еще маленький и все поймет, когда вырастет. Лусия обвиняет его в этом дерьме и велит отвалить, но Бот решает взять дело в свои руки и говорит своим друзьям, что это не так. Головорезы, которые хотят убить Лусию. К счастью для него, большой папа Брод был рядом, и он схватил обоих головорезов и спросил уродливого ублюдка, не хочет ли он убить Лусия. Тоже получил пощечину. Бот испугался и сразу же убежал, а за ним последовали его подчиненные. Белая Люсиль благодарит Брода за помощь. Они все поднимаются наверх, где Люсиль сообщают, что его заметили многие люди, и множество головорезов могут попытаться убить его, чтобы получить деньги от Бота. Чтобы убедиться, что этого не произойдет, Брод говорит ему, что сегодня он начнет новый режим тренировок, в котором ему придется тренироваться как Сэму Сулику. Это действительно пугает его, но прежде чем он успевает возразить, Брод сбивает его с ног и начинает бросать на землю. Люсиль снова встает и пытается нанести комбинированный удар, но Брод уворачивается и наносит встречный удар, прежде чем ударить ногой, повалив его на землю и задушив его в неизвращенный способ. К концу он начинает выглядеть как моя бывшая девушка в Инстаграм, но, к моему удивлению, он снова встает, весь окровавленный как зомби. Позже тем же вечером Моника говорит ему, что люди начали черпать у него вдохновение и все больше тренируются чтобы стать лучше, так как они верят, что если что-то случится, Лусия будет рядом и вылечит их. Это его немного вдохновляет, так что на следующий день он говорит Брэду, что хочет тренироваться еще усерднее. Брэд советует ему защитить себя с помощью магии, а затем, не задумываясь, он швыряет Люсиль на землю, как мешок с картошкой. Люсиль встает совершенно потрясенная, но Брод поздравляет его с тем, что он выжил, поскольку, по его словам, обычный искатель приключений умер бы от такого нападения. Он говорит Люсиль, что им пора заняться серьезным делом, и бросает ему меч острее, чем язык моей сестры, и щит. Каждый день недели они начинают свои тренировки с мечей, копий, различных видов магии и рукопашного боя, а также узнают о произносит заклинания каждый божий день, что значительно повышает его навыки. Следующие 2 недели прошли без особых происшествий, но однажды, когда Люсиль и Брод ужинали с толстяком и разговаривали о жизни, вошла Нана с письмом в руке. Она передает его Люсиль, которая недоумевает, кому могло понадобиться отправлять письмо такому неудачнику, как он. Удивительно, но письмо оказалось от самого Папы Римского. Он открывает письмо и узнает, что папа узнал о нем от кого-то, и он думает, что его способности растрачиваются впустую в маленьком городке. Затем в письме утверждается, что папа хочет повысить Люсиль в должности, а это значит, что он будет работать бок о бок со Святой Церковью в совершенно другом городе. Папа ставит ему ультиматум сроком на 6 месяцев, в течение которых он должен покинуть гильдию искателей приключений и явиться в Святую Церковь. Лусио кажется сбитым с толку, но Броуд тут же заявляет, что все это подстроил никто иной, как жирный, уродливый ублюдочный бот. По словам Броуда, уродливый ублюдок хочет убрать Люсиль с дороги, но в то же время он не хочет быть похожим на злодея. Поэтому он решил отправить письмо в Святую Церковь с рекомендацией повысить Люсиль в должности. Святая Церковь заберет его из города и заставит искателей приключений вернуться в его клинике, чтобы получить исцеление по невероятно высоким ценам. Брод говорит ему, что на самом деле они ничего не могут с этим поделать, и было бы лучше, если бы Люсиль просто тренировалась как можно усерднее, так что он мог бы научиться сражаться в меру своих способностей. В тот вечер Люсиль очень усердно тренировалась, а после этого легла на землю в полном изнеможении, в то время как глупая девочка-кошка раздражающе тыкала в него пальцем без всякой причины. Внезапно в комнату заходит Фати и протягивает Люсиль большой стакан святой воды Господней, чтобы он мог вспомнить свою энергию, в то время как кошка отходит как можно дальше, чтобы спастись от зловония. Люсиль, однако, выпивает все это одним глотком, что немного заводит толстушку.
Позже тем же вечером толстяк спускается вниз и пытается завести разговор с Броудом, но как и любой накачанный Джим Бро, он начинает напрягать мышцы, чтобы показать, насколько он лучше. Есть. Фатти сказал ему, что если бы он еще какое-то время оставался искателем приключений, то мог бы получить значок СС, но вместо этого он решил уйти в отставку после получения С-ранга. Затем он говорит Брэду, что Люсиль все это время пила святую воду лорда Ченгука, но помогает ли это вообще? На это Брэд отвечает, что все девочки-подростки, кажется, очень радуются, когда участники корейской группы приезжают куда-нибудь, так что в них должна быть какая-то сила. Довольно скоро Гао тоже входит в комнату, садится рядом с Броудом и сообщает ему, что он расследовал этот вопрос и выяснил, что это действительно был бот, который решил отправить письмо в Святую Церковь, призывая их продвигать Лусио. Парень, похоже, беспокоится о безопасности Лусио, но девочка говорит ему, чтобы он не беспокоился, так как он договорился с несколькими людьми, которые позаботятся о нем. 6 месяцев пролетают как один миг, и Люсиль снова вынужден расстаться с гильдией, которая так сильно ему помогла. Он в последний раз заходит в тренировочный зал, где встречается с Броудом, который дает ему кучу инструкций о выживании в другом городе. И велит ему уходить немедленно, обратитесь в Святую Церковь, если почувствуете, что его жизнь в опасности. Люсиль обещает последовать его совету, а затем просит Броуда об одолжении. Когда солнце садится, они оба выходят на улицу и заходят на кладбище, где похоронены люди, связанные с гильдией искателей приключений. Он садится у могил и утверждает, что несмотря на то, что он спас кучу жизней, было много жизней, которые были потеряны, когда он был просто недостаточно силен, чтобы спасти их. Он говорит Брэду, что теперь, когда его больше нет, искателям приключений негде лечиться. И они будут вынуждены обратиться к таким людям, как бот, которые обманут их и оставят бедными и бездомными. Он поворачивается к Брэду и говорит ему, что не хочет, чтобы это случилось, и умоляет его начать учебный курс для начинающих искателей приключений, чтобы они научились основным навыкам выживания в реальном мире. Он утверждает, что смог помочь стольким людям, потому что было много людей, которые помогали ему, когда он был очень слаб. Он хочет, чтобы Брод и Гал обучили новичков основам боя, а также тому, как убить монстра. Он говорит Броду, что если авантюристы пройдут базовую подготовку, уровень их травматизма должен снизиться, что по сути приведет к банкротству крупных целителей, таких как Бот, которые будут вынуждены предъявить свои гонорары. Брод улыбается ему и обещает создать базовый курс обучения, а затем спрашивает Люсиль, что он думает о Монике. Люсиль краснеет и заявляет, что Моника милая девушка с хорошей фигурой, и всем известно, что толстые бедра спасают жизни. Броуд смеется и говорит ему, чтобы он тоже попрощался с девочкой, так как оказывается, что и Моника, и Нана прятались за могилами и подслушивали их разговор. Беседа. Они оба выходят, и Люсиль сразу же благодарит их за всю ту помощь, которую они ему оказали. Они оба начинают краснеть, а Моника утверждает, что это он спас ее, когда она была на грани смерти, и что она никогда этого не забудет. Он сообщает новость о том, что теперь ему придется покинуть гильдию и уехать в другой город, что заставляет их плакать. Но он обещает приехать, вернется как можно скорее и утешит их, как только сможет, со своим уродливым лицом. На следующее утро весь Джилл собирается вместе, чтобы проводить Люсиль. В то время как он в последний раз разговаривает с Броудом о том, что он никогда не забудет их ночные тренировки на кровати. Охранник на воротах сообщает Люсиль, что его карета готова, поэтому он благодарит всех членов гильдии за помощь в трудные времена и обещает, что однажды вернется и отплатит им за доброту. Жезл приказывает ему прекратить эти дурацкие диалоги и протягивает его к карману Реймонда, в котором может находиться огромное количество предметов, а также небольшой мешочек с деньгами. Он говорит Люсиль, что это подарок от всей гильдии, и это заставляет его плакать как маленького. Вскоре Неженка выходит на улицу, так что он плачет из-за этого, когда добирается до главных ворот города, где стражник сообщает ему, что его карета готова и в ней несколько человек. Люсиль приходит в замешательство, так как не ожидала, что будет путешествовать с компанией, но подбегает к экипажу, чтобы поприветствовать их. И тут же застает врасплох База и его банду. Он снова начинает плакать как маленький Би, когда Баз говорит ему, что он похож на девочку, прежде чем велеть ему убираться, чтобы они могли начать свое новое приключение. Люсиль и искатели приключений скоро доберутся до Святого Престола. Баз спрашивает его, планирует ли он прямо сейчас отправиться в Святую Церковь и вручить подарок Папе Римскому, но Люсиль говорит, что у него закончились жидкости лорда Ченгука, поэтому он должен купить кое-какие припасы в первой гильдии искателей приключений. Однако он чувствует, что кто-то может воспользоваться им, потому что он выглядит как Неженка, поэтому он просит База и других составить ему компанию. Баз идет вместе с Люсиль, и вместо того, чтобы пойти на прием, он ведет его прямиком в кафетерий. Он просит официантку позвонить руководителю гильдии, потому что он тоже хочет представить Люсиль. Вскоре после этого появляется глава гильдии, и Люсиль представляется как целительница. Внезапно все начинают смотреть на него с отвращением, как будто он тик-ток в толпе мужчин Сигмы. Однако гильдмастер слышал о том, что Люсиль принадлежит Броуду, так что у него нет проблем с тем, чтобы помочь ему. Затем Люсиль заказывает
показывает 3 бочки мочи Ченгука, без которой она не может жить, но ему никто не верит. Мастер гильдии достает пинту, чтобы проверить утверждение мальчика, и все шокированы, увидев, как он выпивает ее одним глотком. Люсиль достает 3 бочонка легендарной жидкости и кладет их в свою волшебную сумку. Затем гильдмастер спрашивает его, правда ли, что он лечит большую часть терпения всего за 1 серебряную монету. И он говорит, что делает это только для тех людей, которые добры к нему. С этими словами он направляется в Святую Церковь, которая также является штаб-квартирой гильдии целителей. Люсиль потрясена, увидев, насколько она велика, но это потому, что она не видела мою палочку. Бас и его приятели попрощались с Люсиль, и она снова расплакалась, как маленькая. Затем он отправился в Святую Церковь и сказал 2 администраторам, что его перевели сюда по прямому указанию Папы Римского. Он хочет поговорить с менеджером, но объясняет, что он не Карен. Администраторы позвонили священнику по имени Бабушка, который отныне будет присматривать за Люсиль. Он сказал мальчику следовать за ним, а затем открыл дверь с помощью магии. Дальше идет волшебный лифт, и бабушка говорит Люсиль, что это единственный способ войти в Святую Церковь и выйти из нее, чтобы предотвратить вторжение злоумышленников. Но он чувствует, что это делается для того, чтобы люди не сбежали. Вскоре они добираются до места назначения, и Люсиль замечает рыцаря Луи, который был первым, кто помог ему в этом мире. Люсиль действительно рад ее видеть и заводится, когда узнает, что она помнит его. Она приглашает его к себе в комнату посмотреть Netflix и расслабиться ночью, а Люсиль спрашивает бабушку, все ли в порядке. Бабушка говорит, что поскольку Луми капитан полка Валькирий Паладинов, она может взять любого, кого захочет. Она уходит, а затем бабушка отводит Люсиль первую в комнату, где он удовлетворяет свои садистские наклонности, а затем в обычную комнату для допросов. Он передает Люсиль письмо от бота, в котором утверждается, что он вредил бизнесу других целителей в предыдущем городе, и просит его рассказать свою версию истории. Люсиль теперь все понимает, поэтому он использует этот шанс и рассказывает Гранту правду о том, как бот и другие целители завышали цены. Именно поэтому он сделал здравоохранение доступным для всех и поддерживал прозрачность, что разозлило бота. Грант понимает его историю и обещает рассказать о пожилых людях. В то же время он вручает Люсиль письмо о приеме в группу духовного очищения Святой Церкви. Она получает должность помощника священника и экзорциста. Люсиль смущена его профилем работы, и Грант говорит ему, что с завтрашнего дня ему придется изгонять призраков и зомби. Его зарплата составит 20 золотых монет в месяц, чего более чем достаточно, чтобы купить все подписки для фанатов, которые он захочет. После этого он идет в комнату Луми и рассказывает ей свою историю за чашкой чая. Он рассказывает ей о своей новой работе по воспитанию призраков, и Луми думает, что это слишком много для такого неженки, как он. Она говорит ему, что место, куда его отвезут, это старое подземное кладбище, превращенное в темницу. Люсиль знает, где находится темница, благодаря своим урокам с Наной. Это место, где магия собирается и соединяется с чувствами мертвых, создавая сокровища и монстров. Луми впечатлена его знаниями, потому что ей нравится доминировать в постели над такими же зеркалами, как он. Затем он спрашивает, есть ли какие-то преимущества в этой работе. Луми говорит ему, что хранитель искателей, все, что он найдет в этих подземельях, будь то сокровища или что-то еще, принадлежит ему. Он может продавать ядра монстров, чтобы купить дорогие книги умений, и Люсиль в восторге. Однако у этой работы тоже есть свои недостатки. В подземельях много вонючих жидкостей, которые пахнут хуже, чем перебродившая рыба, но Люсиль привыкла к моче Ченгука, так что у него нет проблем с этим. На следующее утро Люсиль отправляется на встречу с бабушкой и другим священником по имени Джорд. Бабушка дарит ему специальную мантию, сделанную из священного волокна, и значок, означающий, что он целитель высшего ранга. Мантия отталкивает плохие флюиды и притягивает плохих сучек, поэтому стоит 10 платиновых монет. Он также дает Люсиль право пользоваться волшебным лифтом даже без него. Но также ставит различные условия, например, не приносить в свою комнату никаких мыслей, не относящихся к Святой Церкви. Люсиль клянется, что он не сделает ничего дурного, и прошлое светится в его глазах. Бабушка говорит ему, что если он нарушит свою клятву, прошлое не сработает, и он будет получать серьезное наказание всю ночь напролет. После этого Джордж отводит Люсиль в подземелье, и он сразу же чувствует отвратительный запах гниющей плоти. Вскоре они сталкиваются с зомби, и Джордж отправляет его в Царство Небесное с заклинанием очищения и собирает волшебный камень, который он роняет. Люсиль также недавно изучила заклинание очищения, и оно может очистить практически все, от ваших белых носков до злых духов. Джордж оставляет Люсиль заниматься своей работой, а сам идет вперед с мечом в руке. Так вот, на него нападает орда зомби, и Люсиль произносит заклинание очищения так быстро, что вы составите Эминему серьезную конкуренцию. Заклинание очищения уничтожает всех зомби, и Люсиль думает, что теперь, когда он победил нескольких монстров, его уровень должно быть повысился. К сожалению, он все еще неудачник первого уровня, но ему все равно. Он уже получает 20 золотых монет в месяц за эту работу, так что он может просто выкладываться по полной и тренироваться, убивая зомби. Поскольку заклинание
заклинание очищения потребляет много маны, Лусио придумал инновационное решение. Он использует меч с заклинанием очищения и использует его, чтобы легко позрубать зомби. Лусио считает, что это просто прогулка в парке по сравнению с тренировками Брода. Он даже немного подурачился и обнаружил, что целительная магия также отлично подходит для уничтожения зомби. Лусио быстро зачищает первый этаж подземелья, а затем направляется на второй этаж, где находит орду зомби прямо у входа. Он избегает их и находит парящего в воздухе духа, которого также очень легко победить. У него внезапно начинает урчать в животе, и Люсиль решает сделать перерыв на обед. Он ест бутерброды и пьет жидкость Господа, отвратительный запах которой заставляет даже зомби держаться от него подальше. После этого Лусио легко проходит второй этаж, а затем направляется на третий этаж, где находит орду скелетообразных монстров. Увидев их, он обмочился в штаны и тут же взорвал их очищающей магией. Однако на этом его магия закончилась, и он решил на этом не останавливаться. Когда Лусио возвращается к воротам, Джорд уже ждет его. Он ударяет по нему очищающим заклинанием, чтобы избавиться от ужасного зловония, исходящего от него. Видя, что его старший выглядит таким беззаботным, в сочетании с тем фактом, что его уровень не повысился даже после убийства стольких монстров, Люсиль приходит к выводу, что это подземелье всего лишь симуляция для обучения новичков-священников. Затем Джордан отводит его в магазин, где он может обменять магические камни, которые он получил, охотясь на монстров, на оружие и книги с заклинаниями. Джордан подозвал Кэт, владелицу магазина, которая спросила Люсиль, как прошел его первый день работы на побережье, и он сказал ей, что это было довольно легко. Затем Кэт попросила его отдать волшебные камни, которые он получил, и сказала Люсиль, что они стоят больше 4 очков, что является одним из их лучших показателей для новичка. Она спрашивает Сида, не хочет ли он что-нибудь купить, и поскольку ее подержанная одежда не продается, Лусио решает купить несколько книг по заклинаниям. Кэт говорит ему, что книги довольно дорогие, даже с учетом его значительного улова. Затем Люсиль переходит к оружию, сделанному из священного серебра, которое действительно эффективно против всех видов монстров призрачного типа. Поскольку покупать его разрешено только экзорцистам, и большинство из них не знают, как пользоваться оружием, спроса нет, так что цена довольно низкая. Низкий. Люсиль считает, что ей повезло, и говорит, что завтра, заработав еще несколько очков, она купит меч и копье. Кот дает ему скидку для новичков и говорит, что он может купить их оба за 4 очка. Люсиль радостно возвращается в свою комнату, напевая песни Тейлор Свифт, но пугается, увидев бабушку, ожидающую его в коридоре. Он просто хотел проверить свои успехи и рад, что Люсиль не столкнулась с какими-либо трудностями. После этого он дал ему кучу инструкций, дал ему форму священника, а затем еще больше инструкций. На следующий день Люсиль отправилась в подземелье, держа в каждой руке по оружию. Он знает, что если бы Брод увидел, как он делает что-то настолько нелепое, он бы засунул ему в задницу и меч, и копье, но он не возражает против этого. Люсиль продолжает исследовать подземелье и тоже получает немного добычи, убивая зомби. После достижения 5-го этажа он набирает более 5 очков, и Кэт начинает беспокоиться о его психическом и физическом здоровье. На третий день Люсиль начинает с 6-го этажа. Он легко убивает более сильные разновидности зомби и без проблем расправляется с огненными духами до того, как они нападут на него. Однако, как только он становится слишком самоуверенным, подземелье проверяет его на прочность, когда он наступает на ловушку. 3 волшебные стрелы пролетают прямо перед ним, и Люсиль рада, что они в него не попали. Пока он это записывает, к нему приближается орда зомби, и он уничтожает их с помощью заклинания очищения. В последующие дни Люсиль становится более осторожной при исследовании подземелья, постоянно высматривая ловушки. Количество зомби также увеличивается, и справляясь со всем этим, он набирает много очков, но его уровень по-прежнему 1. На 10-й день своей работы Лусио достигает 10-го этажа подземелья. Он побеждает 20 зомби одним заклинанием очищения, а затем решает вскоре подняться на 11-й этаж. Однако, когда он находит дверь к руне босса, он решает покончить с этим, опасаясь, что он все еще недостаточно силен, чтобы справиться с боссом. Он говорит об этом с Йордом, и тот потрясен, узнав, что Неженка уже достиг цели, ему потребовалось 6 месяцев, чтобы найти это, точно так же, как и точку G у его подруги. На следующий день Люсиль приходит в кабинет босса в отличной форме. Он даже купил дорогой лук, чтобы сражаться с боссом и другими монстрами в комнате. Перед входом в подземелье он выпивает огромный стакан жидкости лорда, чтобы мгновенно зарядиться энергией. Он открывает двери, которые такие же толстые, увесистые, как у моего соседа, и когда он оглядывается, дверь захлопывается сама по себе. Люсиль видит перед собой маленького духа, но вместо того, чтобы напасть на него, он летает по комнате и обнаруживает огромную вереницу монстров, ожидающих его. У Люсиль начинается приступ страха, но она успокаивается и произносит заклинание очищения. Однако в подземелье написана психология, потому что магия отключена так же, как у Стивена Хокинга в комнате босса. Лусио впадает в панику и убегает, думая, что ему следовало получить больше информации о комнате босса, прежде чем приходить сюда. Когда он прислоняется спиной к колонне, зомби царапает его, и в первый раз Лусио чувствует, что это место действительно опасно. В отчаянии он набрасывается на зомби и начинает убивать их одного за другим. Он обнаруживает, что может зачаровать свое оружие очищающим заклинанием и использует эту технику для борьбы с монстрами. Через некоторое время он победил всех монстров, но при этом совершенно обессилел. Лусио
Клаудио помнит Брода и все их ночные тренировки, которые сделали его достаточно сильным, чтобы справиться с этой ситуацией. Затем он начинает собирать магические камни, как вдруг позади него появляется темный торнадо и толкает его на пол. Люсиль поднимает глаза и видит скелет, одетый в одеяние священника. Он понимает, что предыдущая драка была просто разминкой, а монстр, которого он видит сейчас, настоящий босс. Он пытается залечить свои раны, чтобы вернуться в боевое состояние, но его магия по-прежнему отключена. В отчаянии Люсиль бросает свое копье в босса-скелета, который легко уклоняется от него. Затем Люсиль использует свой лук, но его стрелы тоже не могут попасть в босса. Однако это подтвердило его догадку о том, что босс боится оружия, сделанного из священного серебра. Он вспомнил, как Кэт однажды сказала ему, что обычные целители не могут использовать магию, держа в руках оружие, потому что они плохо справляются с многозадачностью. И он решил использовать этот факт в своих интересах. Люсиль планирует дождаться, когда босс применит к нему магическое заклинание, и в этот момент он сможет прикончить его. Босс внезапно выпускает свою темную ауру, а Люсиль продолжает стрелять в него стрелами. Босс-скелет уворачивается от всего, но когда он пытается использовать магическое заклинание, Люсиль может легко попасть в него. Он думает, что это его шанс, и зачаровывает свой меч магии очищения и поражает босса. Однако этих атак было недостаточно, чтобы победить скелета, и он немедленно исцелился сам. Люсиль тоже ожидала этого. Он пронзает босса-скелета своим копьем, а затем отрубает ему череп своим мечом, надеясь, что этого будет достаточно, чтобы уничтожить босса навсегда. Босс распадается, оставляя после себя Рим и посох, и теперь Люсиль может использовать его магию, чтобы исцелить себя. Затем он забирает всю добычу, и как раз в тот момент, когда он собирается вернуться на поверхность, дверь позади него автоматически открывается. Когда Люсиль смотрит на лестницу, которая ведет на этаж ниже, он думает, что проверит это завтра, так как проголодается сейчас же. После этого он идет в магазин и говорит Кэт, что у него сегодня были трудные времена, и она может купить только гуак-гуак 2000 от нее. Вылечи его. Затем он показывает ей волшебные камни, которые он собрал, и Кэт в шоке, когда Люсиль говорит ей, что он победил маму монстра, а также всех остальных. Босс на 10-м этаже. Она расстроена тем, что он был слишком безрассуден, чтобы подняться на 10-й этаж так скоро, но когда Люсиль говорит ей, что ему никто ничего не объяснил, она понимает, что это не его вина, что он родился всего с 2 клетками мозга. Затем она обменивает его волшебные камни на очки, и Люсиль не может поверить, что сегодня он заработал больше 100 очков. Затем он показывает Кэт мантию, которую получил после победы над боссом, и она в шоке, увидев ожерелье на мантии. Она говорит Люсиль положить его в сумку и следовать за ней, и он повинуется ей как последний слабак, которым он и является. Кэт отвозит его прямо в почтовое отделение, и Люсиль не может поверить, что Кэт такая важная шишка, что ей даже не нужно записываться на прием к их начальнику. Они получают разрешение войти и преклонить колени перед папой римским, который является женщиной, скрывающейся за вуалью. Люсиль думает, что это должно быть какая-то шутка, потому что, конечно же, женщина не может быть папой римским. Затем Кэт рассказывает папе римскому о том, что Люсиль – начинающий экзорцист, который очистил комнату босса на 10-м этаже. Папа верит словам Кэт и разрешает Люсиль поговорить с ней. Она узнает, как его зовут, а затем велит ему положить на поднос луку, который он получил от босса. Папа римский смотрит на Роуф и посох и подтверждает, что они принадлежат священнику высокого уровня, который исчез в подземелье около 12 лет назад. Затем она объясняет, что ожерелье снижает потребление маны на 50%, в то время как посох отключает магическую силу всех, кто находится рядом с ним. Люсиль была шокирована, узнав, что это были такие оперативные инструменты, и тогда папа сказал, что она хочет купить их у него. Люсиль в замешательстве смотрит на Кэт, чей взгляд говорит ему, что она кастрирует его как бездомного щенка, если он откажется. У него все равно не было причин отказываться, поэтому он согласился отдать эти вещи папе, но также обратился с просьбой. Он говорит ей, что сумка Де Раймонда, которая у него есть, недостаточно велика, чтобы вместить всю его добычу, и просит ее дать ему что-нибудь побольше и получше. Папа римский говорит ему, чтобы у него был волшебный мешочек, в котором может поместиться столько вещей, сколько в комнате, в которой они находятся, но он все равно будет храниться. Будь слишком мал, чтобы обнять свою маму. Затем папа римский просит Люсиль продолжать в том же духе и встретиться с ней, если он найдет еще что-нибудь интересное, подобное этому. С этими словами они выходят из комнаты, и Кэт говорит Люсиль, что большинство людей не осмелились бы торговаться с папой. Собирается покончить с собой 12 выстрелами в затылок. На следующий день Люсиль составила список ошибок, которые она допустила, сражаясь с боссом. Список ошибок длиннее, чем список причин, по которым девушки отказываются встречаться со мной, и Люсиль задается вопросом, есть ли место, где он мог бы продолжить тренировки. После этого он отправляется завтракать, когда по дороге сталкивается с Луми. Луми слышала о его подвигах в подземелье на днях, но Люсиль говорит ей, что он не удовлетворен своим выступлением прямо сейчас. Луми приглашает его позавтракать с ними, чтобы они могли обсудить, что у него на уме, и Люсиль действительно рада получить это предложение. Однако вскоре он осознает жестокость женщин, когда они называют его глупым, невежественным, уродливым, безмозглым и безрассудным за то, что он ворвался в дом. Сражайся с боссом в одиночку. Люсиль просто вырубается от их грубых слов. Он просит женщин жалиться над ним,
потому что оскорблять словами – это не его конек. Люсиль говорит, что он хочет вернуться в Брод и еще немного потренироваться, но это запрещено. Луми говорит ему, что это не проблема, и если он хочет тренироваться, она и ее девочки могут помочь ему тренировать свою задницу столько, сколько он захочет. После этого Люсиль снова входит в подземелье, с легкостью очищает 11-й этаж и обнаруживает, что там нет ничего особенного. После этого он заходит в магазин Кэт, и она отдает ему волшебный мешочек, который подарил ему Папа Римский. Она просит его вложить в него немного магии, и он становится синим, показывая, что Люсиль по-прежнему мужского пола. Она объясняет, что он может положить в мешочек все, что угодно, просто прикоснувшись к нему и произнеся заклинания, а также достать предметы, представив их себе. Кроме того, он может видеть все, что находится внутри мешочка. Люсиль обнаруживает, что в нем много книг с заклинаниями, и узнает, что папа подарил их ему. Благодаря этому удачному рывку Люсиль быстро исследует 15-й этаж подземелья. На следующий день Люсиль присоединяется к тренировкам Валькирий Паладинов под руководством Луми, и он быстро находит общий язык с ними, потому что в душе он неженка. Он знакомится со всеми, прежде чем сказать Луми, что даже если они намного опытнее его, ему труднее воспитать ребенка. Поднять руку на женщину. Луми обижается на это, потому что она феминистка, но она говорит Люсиль, что он скоро придет в себя. Затем она пускается бежать, и все девочки следуют за ней. Люсиль думает, что это будет легко, потому что он много бегал, когда тренировался с Броуд, но он обнаруживает, что все девочки здесь накачаны. Они обгоняют его через несколько кругов, и все мужское самолюбие Люсиль разбивается вдребезги, и он чувствует себя униженным, когда бег заканчивается. Следующим этапом будет его спарринг-сессия, и Луми решает изнасиловать саму Люсиль. Она сразу же отвергает его, когда он берет в руки копье и меч, и говорит ему драться с ней как следует. Люсиль переодевается в меч и щит и нападает на Луми. Она легко уворачивается от всех его ударов, а затем одним ударом выбивает воздух из его легких. Он начинает произносить заклинания, вспоминая урок Брода о том, как расставлять ловушки для своих противников. Свет от магии ослепляет Луми, и Лусия наносит ей удар, но обнаруживает, что все еще не попал в нее. Луми уже стоит позади него в Ноксане и слегка ударяет его по голове. Несколько девочек шлепают его, чтобы он проснулся через несколько минут, и Люсиль узнает, что тренировка окончена. Девочки говорят, что для них было неожиданностью, что Луми был серьезен, когда дрался с ним. Они считают, что она уважала усилия Люсиль, и именно поэтому она нокаутировала его. Его тренировки с девочками продолжаются, и вскоре он начнет показывать свою состоятельность в тренировочных боях. Девочки считают, что команда с Люсиль имеет несправедливое преимущество, потому что он может использовать магию барьера. Луи согласен с этим и говорит, что Люсиль – странный случай, потому что он в юном возрасте овладел магией исцеления и святой магией. Она называет себя более странной и необузданной, чем может позволить себе мужчина, и Люсиль обижается на это. Луми рассказывает, что она слышала все о его тяжелом обучении в гильдии Искателей Приключений и о том, как он был там популярен. Люсиль шокирована, потому что у Луми больше данных о нем, чем у Facebook о своих клиентах, и он умоляет ее перестать говорить что-либо еще. На следующий день Люсиль снова попадает в подземелье. Он сталкивается с 3 зомби и быстро вооружается мечом и щитом, используя силу волшебного мешочка. Он быстро расправляется с зомби, а затем замечает приподнятую плитку и думает, что это наверняка ловушка. Однако он уверен, что теперь может справиться с чем угодно, и намеренно наступает на ловушку. Он включает сигнализацию, и внезапно к нему стекаются зомби. Люсиль расправляется с ними с помощью своего заклинания очищения, а затем рубит остальных своим мечом. Он продолжает исследовать подземелье, пока в конце концов не достигает 20-го этажа. Лусио чувствует, что босс внутри комнаты может хлопнуть его по щекам, если он не будет осторожен, поэтому он отступает, чтобы собрать информацию. Он идет к Кэт, которая говорит ему, что она никогда даже не входила в подземелье, поэтому не может помочь ему в этом. На следующий день он возвращается в комнату босса на 10-м этаже, чтобы попрактиковаться в борьбе с мобами. На следующий день его будет Илай, паладин под командованием Луми. Она испытывает отвращение, когда видит уродливое лицо Люсиль и его растрепанные волосы, а затем говорит ему быстро собираться, так как сегодня они будут тренироваться в технике владения драгоценным оружием. Когда Люсиль наблюдает, как Илай сражается с другим рыцарем, оба владеют 2 мечами, он чувствует, что это слишком опасно для него. Луби говорит ему выйти на ринг, и он сталкивается с девушкой, с которой Илай только что тренировался. Девушка обрушивает на него шквал атак, но Люсиль чувствует, что он может защититься от ее атак. Он собирается контратаковать, увидев возможность, но девушка наносит ему удар колесом и отправляет в нокаут. Затем Люсиль дерется с Илаем и решает напасть на нее. Но она исчезает, как и мой отец, а затем появляется позади Люсиль и сбивает его с ног. Он сдается, а затем спрашивает Илая, как она исчезла раньше. Она рассказывает, что у нее есть склонность к магии воды и огня, поэтому она создала иллюзию с помощью тумана и обманула Люсиль, заставив ее подумать, что она исчезла. После еще нескольких дней тренировок с девочками Люсиль наконец бросает вызов 20-му этажу подземелья. Он открывает тяжелые двери и обнаруживает, что там его уже поджидают вооруженные зомби. Люсиль решительно бросает
бросается на них, и благодаря его тренировкам с девочками ему удается благополучно их обезвредить. На этот раз босс тоже выиграл несколько редких дропов, и Люсиль отнесла их папе римскому. Она благодарит его за то, что он вернул предметы, и говорит, что когда-то они принадлежали священнику высокого уровня. Затем папа римский впадает в ностальгию, когда она заявляет, что подземное кладбище превратилось в темницу всего около 100 лет назад. Никто не знает точной причины этого, но до того, как образовалось подземелье, в подземелье было много замечательных сооружений помимо кладбища. Люсиль озадачена, потому что папа римский говорит так, как будто она присутствовала при этом. И ее голос звучит так, как будто она все еще может пройти прослушивание, чтобы оказаться на острове Эпштейна. Папа римский продолжает говорить, что они предприняли многочисленные попытки сохранить подземелья закрытыми и не позволили монстрам выйти и напасть на людей. Люсиль спрашивает ее, возможно ли уничтожить подземелье навсегда, и папа отвечает, что это возможно. Она утверждает, что если ядро подземелья будет уничтожено, то оно само исчезнет. Однако никто никогда не достигал этого уровня. Кроме того, число людей, рождающихся с профессией паладина, в последние десятилетия сокращается, поэтому им не хватает рабочей силы, чтобы очистить подземелье. Вот почему она хочет, чтобы Люсиль продолжала исследовать подземелье. Вскоре она спрашивает, есть ли у него какие-нибудь пожелания на этот раз, и он сразу же просит у нее броню и оружие против нежити. Папа римский соглашается на его просьбы и даже обещает повысить его в должности, когда он станет целителем 7-го ранга. Это было больше, чем Люсиль могла просить, и он очень рад снова попасть в подземелье. Вскоре после этого Люсиль отправляется в гильдию искателей приключений, чтобы запастись жидкостью лорда, и когда он это делает, все бросают ему в глаза жуткие лестницы. Глава гильдии ошеломлен, услышав, что ему нужно 10 бочек, но у него нет проблем, если Люсиль сможет заплатить за них. После этого глава гильдии просит его поработать в гильдии искателей приключений целителем, как он делал в предыдущем городе. Люсиль не может работать здесь полный рабочий день из-за своей работы в церкви, но обещает помогать им в свободные дни и заявляет, что исцелит всех всего за 1 серебряную монету. Гильдмастер немедленно отводит его в подвал, где они держат всех своих раненых, но они сразу же становятся враждебными, когда видят его в халате целителя. Они называют его капиталистической свиньей, которая вымогает деньги у умирающих людей. Но гильдмастер останавливает их и рассказывает о легендарной целительнице Неженка из другого города, которая лечит людей всего за 1 серебряную монету. Искатели приключений раньше слышали только истории о Люсиль, и они не могут поверить, что это действительно так. Они начинают повторять его имя, прося исцелить его, а Люсиль велит им замолчать. Он заявляет, что не собирается быть их постоянным целителем, и в конце концов им придется больше полагаться на другие клиники, чем на него. Он выдвигает несколько условий для исцеления пациентов. Первое – не посещать другие клиники, если они взимают высокие цены, и второе – помогать ему или другим людям из Святой Церкви, если они когда-либо попадут в беду. С этими словами он накладывает исцеляющее заклинание на обширную территорию и спасает всех одним махом. Все благодарны Люсиль за это, и они созывают собрание, чтобы дать ему подходящее название. В конце концов, они решили назвать его Святым Чудаком, потому что в нем есть и то, и другое. Люсиль пугается, когда все начинают скандировать его новое прозвище, но он ничего не может сделать, чтобы остановить это. После этого Люсиль идет в магазин Кэт и говорит ей, что на этот раз он планирует отправиться в поход в подземелье. Она отвечает, что это слишком безрассудно, но он говорит ей, что возвращается на улицу только для того, чтобы поспать. У него в сумке есть оружие Фубана, и он думает, что может просто разбить лагерь в пустых комнатах босса после того, как очистит их. Кэт вынуждена сдаться перед его решимостью, но говорит ему вернуться живым любой ценой в течение 1 недели. Лусио обещает это сделать и уходит. Он возвращается через пару дней, и Кэт в ужасе от того, что он достиг своих целей раньше, чем за неделю. Затем она сообщает ему, что предметы, которые он просил у Папы Римского, наконец-то доставлены. Лусио получает волшебный меч и магический щит, а также полный латный доспех, выигранный паладинами. Также он получает специальную подушку, которая помогает ему крепко спать и просыпаться полностью отдохнувшим. Вскоре после этого Лусио отправляется в гильдию искателей приключений, чтобы пополнить свой запас мочи Чингука и отправить несколько писем своим друзьям. Он посещал их много раз, так как подружился со всеми тамошними искателями приключений, включая Элиотса, главного пса гильдии, у которого научил Люсиль навыкам физического совершенствования. Люсиль демонстрирует свои успехи в освоении навыка, и оказывается, что он просто отстой в использовании этого навыка. Эллит говорит, что это необычно, потому что Люсиль отлично владеет магией, и несмотря на то, что он очень силен, он все еще застрял на 1-м уровне. Он отвечает, что это потому, что он еще не убил ни одного настоящего монстра, так как считает, что зомби в подземелье более фальшивые, чем они есть на самом деле. Семейство Кардашьян. Вскоре туда приходит официантка и просит его вылечить всех раненых. Лусия использует кучу заклинаний, чтобы всем стало лучше, а затем спрашивает, есть ли у них какая-либо информация о Луме и ее команде, или о его друзьях из предыдущего города. Один искатель приключений сказал ему, что Луми и ее группа успешно справляются со своей миссией, а у другого есть новости о том, что Броуд стал похитителем людей, который тащит их в свой тренировочный зал. Вдобавок ко всему, шеф-повар-толстяк готовит еще больше рецептов, которые по вкусу и запаху напоминают жидкости Господа. Однако самая шокирующая новость заключается в том, что многие администраторы в гильдиях искателей приключений скоро собираются пожениться. И Люсиль испытывает сильнейший шок в своей жизни. Из-за того, что он был неженкой, когда дело доходило до ухаживаний за девушками, они выбирали других мужчин,
мужчин. Он паникует, потому что авантюристы не знают, кто из администраторов собирается жениться, и надеется, что это не Нана и Моника. Он падает на колени, надеется, что они по крайней мере пригласят их на свадьбу и позволят ему в последний раз перепихнуться по-быстрому, прежде чем связать себя узами брака. Люсиль в конце концов забудет об этой новости и вернется к своей работе по расчистке подземелья. Теперь он может использовать высокоуровневые заклинания, используя свой волшебный меч, чтобы использовать заклинания на большой площади и убивать сразу много мини-боссов. Он зачищает комнату босса на 30-м этаже и получает большое количество добычи. Он возвращает ее Кэт, которая позволяет ему потрогать свою стойку, говоря при этом, что она действительно беспокоилась за него. Затем она вручает Люсиль его машину, и он обнаруживает, что на этот раз заработал чуть больше 400 очков. Кэт советует Люсиль запастись зельями маны, потому что они спасут его задницу, когда у него закончится магия. Он соглашается и говорит, что на этот раз ему удалось победить босса благодаря навыку высшего уровня, который называется исцеление высокой зоны. Кот ошеломлен, услышав, что он может использовать такой замечательный навык в столь юном возрасте, и спрашивает его, принимает ли он стероиды для увеличения своего роста. Люсиль объясняет, что он никогда не использовал ничего сомнительного, чтобы стать сильным, но затем вспоминает, что он употреблял мочу лорда Ченгука уже как пока он тренируется. Кэт тащит его в комнату Папы Римского, говоря, что он должен признаться ей во всех своих греховных секретах. Папа Римский I приказывает Люсиль самостоятельно очистить 30-й уровень подземелья, а затем Кэт говорит ей, что Люсиль пила какую-то сомнительную дрянь последние 2,5 года. Люсиль достает бочонок с жидкостью Господа, чтобы показать, что это не наркотик, и у всех сразу же возникает отвращение к запаху. Он быстро наливает в него жидкость и произносит очищающее заклинание, чтобы избавиться от неприятного запаха. Затем он рассказывает, как шеф-повар Толстяк познакомил его с жидкостью, сказав, что это увеличит его силу. Пок, похоже, знает об этом довольно много и говорит, что на первом этапе уникальный продукт был в форме таблетки. Он был создан мудрецом высокого ранга, и пилюля может пробудить скрытый талант любого, кто ее съест. Однако она была редкой и дорогой, поэтому мудрец решил обратиться к капитализму, сократить расходы и создать более дешевую версию, которая представляет собой жидкие люциальные напитки. Он утверждает, что выпивал по 3 кружки в день в течение последних 2,5 лет, чтобы стать сильнее, и обе женщины, находящиеся в комнате, испытывают к этому отвращение. Папа Римский спокойно похвалил его за выдержку, а Кэт спросила его, можно ли ему попить немного ее жидкости позже. Затем Папа Римский меняет тему и спрашивает Люсиль, с какими монстрами он встретился на этот раз и какую добычу получил от них. Люсиль рассказывает ей о своей битве, а затем представляет предметы, которые он получил во время охоты на босса. Папа становится сентиментальным, когда она заявляет, что эти предметы достались ей от ее старых друзей, и немедленно увольняет Люсиль, обещая вручить ему награду позже. На следующее утро Люсиль снова посещает магазин Кэт и вручает ему письмо от папы, в котором подробно описывается действие святой воды Ченгука. Люсиль решает прочитать его в подземелье, и когда он уходит, Кэт желает ему всего наилучшего в будущем и просит прийти, обращайся к ней, если ему что-нибудь понадобится. В подземелье Люсиль читает документы, которые были написаны мудрецом, создавшим жидкость. Он обнаруживает, что жидкость воздействует на 3 основных желания человека, а именно желание есть, желание спать и желание быть животным в постели. В то время как он случайным образом жертвует одним из этих желаний, чтобы значительно увеличить физические возможности человека, употребляющего его. Лусио начинает задаваться вопросом, какое из его желаний было принесено в жертву. Он любит поесть и поспать, и это оставляет ему только третий вариант. Лусио понимает, что его маленький приятель никогда не вырастает большим, даже когда он с хорошенькими девушками или когда на часах 6 утра. Он понимает, что причина, по которой Кэт жалела его раньше, заключалась в том, что она думала, что он полная противоположность грехам мистера Джонни. Люсиль боится, что, возможно, это правда, что он никогда больше не сможет подняться туда, где это действительно важно. Чтобы доказать, что его опасения напрасны, он решает по-настоящему избавиться от своей девственности, когда выйдет из темницы. Однако прошло уже несколько месяцев, а он до сих пор не получил ответа от Моники или Наны. Чтобы выбросить эти мысли из головы, он бросается убивать монстров и продолжает уничтожать их, чтобы преодолеть свое разочарование. Через месяц после получения этой новости Ушу исследует этажи подземелья и, наконец, достигает комнаты босса на 40-м этаже. Он не решается войти туда без подготовки и решает обратиться в гильдию искателей приключений, чтобы получить некоторую информацию. У ворот появляется бездомная Геран, которая думает, что если кто-то заметит ее, они позвонят в ФБР. Поэтому он ведет ее внутрь, где его встречают 2 его любимые девочки, Нана и Моника. Люсиль спрашивает их, что они здесь делают, но прежде чем они успевают ответить, какие-то авантюристы хватают его и уводят лечить раненых. Люсиль лечит их так, словно совершает скоростной забег Супер Морея, и говорит официантке посмотреть, в чем проблема с девушкой-зверем, которую он нашел ранее. Он возвращается к Хилану, но его мысли все еще заняты Нано и Моникой, и он боится, что они здесь, чтобы рассказать ему об этом, что они собираются пожениться. Он едва сдерживает слезы, когда исцеляет всех искателей приключений, а потом официантка говорит ему, чтобы он спешил в трущобы с девушкой, которую он нашел. Нана и Моника добровольно присоединяются к нему, и мастер гильдии также решает пойти с ними ради их безопасности. Они добираются до трущоб, находят множество раненых и больных зверолюдей и узнают, что они беженцы, на которых напали бандиты по пути в город. Люсиль подходит к мужчине, который стоит на ногах, хотя и без сознания, и как раз в тот момент, когда он решает использовать высокий каблук, на него нападают бандиты. Мужчина
мужчина внезапно наносит ему удар ножом. Посттравматический стресс, вызванный смертью в прошлой жизни, поражает Люсиль сильнее, чем пуля, и он чувствует, что умрет снова. Но он сразу же берет себя в руки и достает нож, прежде чем использовать высокий каблук, чтобы быстро исцелить себя и всех остальных. Его девочки приходят поддержать его после того, как он закончит, и он говорит им, чтобы они не обращали внимания на человека, который ударил его ножом, потому что он сделал это неосознанно. Он также лечит и дезинфицирует других людей, и пока он пьет зелье маны, чтобы восстановить свою силу, к нему приходит все больше людей из трущоб, умоляя о помощи. Будучи слабаком, он соглашается оказать им эквивалент первой помощи бесплатно. Эквалайзер помогает людям и даже очищает грязный канал, проходящий через трущобы, прежде чем прочитать им лекцию о важности чистоты. Вечером он наконец-то может передохнуть и сводить двух девочек в прекрасный ресторан. Нана говорит, что волновалась за него, когда его ударили ножом, и Люсиль чувствует себя прекрасно от того, что он ей не безразличен. После этого он спрашивает девочек, что они здесь делают и как работает гильдия без их участия в качестве администраторов. Они говорят, что будет очень много работы, потому что две девочки собираются пожениться, и Люсиль, услышав это, превращается в камень. Он спрашивает их, кто выходит замуж, и они отвечают ему, что это две другие девочки, на которых всем наплевать. Они спрашивают его, почему он спрашивает об этом, когда они ясно написали об этом в своих письмах, и Люсиль шокирована, услышав, что они прислали ему письма. Он говорит, что никогда не получал от них писем, и в свою очередь они отвечают, что никогда не получали ни одного письма, которое он им отправил. И я тоже. Люсиль так потрясена, что кто-то показал ему неопровержимое доказательство того, что Земля не плоская. Он задает этот вопрос мастеру гильдии, и тот смущенно отвечает, что забыл доставить свои письма, потому что был слишком пьян. Люси сердится на него, но затем Элитс прерывает его и спрашивает, которая из двух девушек здесь его девушка, потому что он хочет оставшуюся. Люсиль сходит с ума от того, что ей задают этот вопрос, и заводит дружбу с обеими девушками. Он говорит, что они не являются его близкими друзьями, и без их моральной и устной поддержки он не смог бы продолжать пить жидкость Господа и терпеть тренировки Брода. Все шокированы тем, что Люсиль тренировалась у отставного авантюриста С-ранга. Но он игнорирует их так же, как твоя пассия игнорирует тебя, и уходит к девочкам. Он хочет провести с ними как можно больше времени, пока они здесь, и они немедленно берут его, чтобы вылечить оставшихся людей в вестибюле, потому что они становятся мокрее Атлантического океана, когда видят его. В действии. Пока они занимаются любовью быстрее, чем я кончаю в постели, Люсиль не успевает ничего сделать с девочками. Они просто лечат раненых, устраивают пир, а потом, наконец, уезжают обратно в свой город. После этого он возвращается в гильдию искателей приключений и находит человека, который ударил его ножом, кланяющимся и молящим о прощении. Он тронут тем, что Люсиль говорит, что он не возражает против этого, потому что с этим ничего нельзя было поделать. Затем мужчина рассказывает, что они не беженцы, а послы другой страны, которые приехали сюда, чтобы встретиться с Папой Римским и попросить ее помощи в открытии клиники в их стране. Они благодарят Люсиль за то, что она помогла им остаться в живых, и пока они вдвоем соревнуются в поклонах, девочка из прошлого подходит и обнимает Люсиль. Он быстро понимает, что она может говорить столько, сколько большинство мужчин хотели бы услышать от своих подруг. Короче говоря, она немая из-за несчастного случая в детстве. Люсия гладит ее по голове и называет героиней за то, что она спасла всех, а затем накладывает на нее заклинание дополнительное исцеление. Несмотря на то, что он только начал его изучать, он надеется, что это поможет девочке. Вскоре после этого он встречается с Луми и рассказывает ей, как ему не терпится попасть в комнату босса на 40-м этаже. Она спрашивает его, не хотел бы он потренироваться с ней, чтобы отточить свои навыки, и он соглашается. Он вооружается своим волшебным мечом и щитом и продолжает защищаться от безжалостных атак Луми. Он быстро меняет стратегию и бросает в нее кинжал, чтобы застать врасплох. Люсиль боится, что она разозлится на него, но она впечатлена тем, что ему удалось застать ее врасплох. Они еще немного потренировались, и к концу тренировки Люсиль совершенно выбилась из сил. Луби говорит ему, что он значительно продвинулся вперед, и просит его пока не вступать в схватку с боссом на 40-м этаже, потому что он все еще может совершенствоваться. Через 6 месяцев после этого Люсиль наконец-то набралась смелости войти в комнату босса, и Кэт передает ему письмо от Луми, которая находится в отпуске. Это задание. В письме Люсиль рассказывает о противнике, которого вы, вероятно, найдете в комнате босса, и как и писала Луми. Он находит гигантский скелет монстра, который когда-то был капитаном паладинов. Скелет-паладин использует копье и огромный меч, а Люсиль может только уворачиваться от его атак. Люсиль накладывает на скелета очищающее заклинание, но оно не дает никакого эффекта. Затем она бросает в него кинжал, но похоже, это не причиняет особого вреда. Босс нападает на него и ранит, загоняя в угол. В качестве последней отчаянной попытки Люсиль достает 3 бочки с мочой Ченгука, и они достаточно вонючие, чтобы заставить босса отступить. Люсиль использует этот факт в своих интересах и атакует босса разными стратегиями. Всякий раз, когда он получает травму и нуждается в лечении, он быстро перемещается в безопасную зону за бочками и даже спит там. Это продолжается уже неделю, и теперь у Люсиль заканчивается еда. Он не может выбраться из комнаты, пока не побьет босса, и боится, что в любой момент может получить сообщение об окончании игры. Он наконец-то понял, что подземелье более реально, чем изменение климата, и он действительно умрет, если потерпит здесь поражение. Люсиль решает сделать все возможное, чтобы выиграть бой, и бросается на босса. Скелет-паладин блокирует его атаку своим мечом, а затем пытается проткнуть его копьем.
Однако после недельной борьбы с ним Люсиль запомнила схему его атаки. Он видит лазейку. Ему удается разрезать босса по бокам, а затем мощным ударом отправить его голову в полет. Босс наконец побежден, и единственный люк, который он уронил, это его книга заклинаний. Люсиль рада, что он наконец-то может вернуться домой, но когда он пытается открыть дверь, она даже не поддается. В то время как он не может вернуться на поверхность, Люсиль решает спуститься глубже и вместо этого устремляется на 5-й этаж. Он привязывает к себе бочонок с жидкостью лорда, чтобы она отпугивала монстров, пока он бродит во сне по подземелью. По пути он находит несколько сундуков с сокровищами и вскоре легко добирается до комнаты босса на 50-м этаже. У него также закончилась норма еды, и когда он доедает свой последний бутерброд, Люсиль задается вопросом, умрет ли он девственником в подземелье. Он боится, что после смерти станет боссом подземелья и решает сделать все возможное, прежде чем отправиться сражаться. Он вызывает книгу заклинаний, которую получил после победы над боссом на 40-м этаже, и обнаруживает, что в ней содержится заклинание под названием «Круг святилища», которое создает безопасный соем, очищающий всю магию с темным сродством внутри и даже сжигает всех демонов и призраков в пределах круга. Выучив заклинание, Люсиль заходит в комнату босса и обнаруживает там множество разъяренных призраков. Внезапно перед ним материализуется финальный босс в виде папы-зомби. Люсиль чувствует, что он достоин называться финальным боссом, и решает ударить его каблуком на высоком каблуке. Прежде чем он успевает закончить свое заклинание, босс наносит ему удар, от которого Люсиль едва успевает увернуться. Призраки высвобождаются из его кулаков и бросаются на Люсиль, которая использует заклинание очищения, чтобы справиться с ним. Используя этот шанс, зомби-папа протягивает руку за спину и начинает использовать заклинание темной магии. Люсиль понимает, что сейчас самое подходящее время опробовать защитный круг заклинания, и немедленно создает вокруг себя небольшую зону безопасности. Как только зомби-папа дотрагивается до него, он получает сильный ожог и его отбрасывает к стене. Лушиэль рад, что заклинание сработало, но оно потребляет много маны, и она у него почти закончилась. Он выпивает зелье маны залпом, когда зомби-пок приближается к нему, и понимает, что не может долго оставаться в обороне, так как его зелье маны тоже скоро закончится. Скоро все закончится. Так вот, ему пришла в голову рискованная идея, как быстро закончить бой, и он начал произносить полное заклинание круга святилища. Как только босс оказался достаточно близко, Люсиль скользнула по кругу святилища, как будто он показывал свой номер девушке в баре. Круг окружает папу зомби, и на него обрушивается очищающая сила заклинания. Босс кричит от боли, и Люсиль задается вопросом, победил ли он, но быстро получает отрицательный ответ, поскольку папа-зомби приближается к нему, даже когда его тело растворяется. Люсиль отступает, глотая зелье маны, и падает на задницу. Внезапно он видит человеческое лицо за спиной папы-зомби на краткий миг, прежде чем тот полностью исчезает. Люсиль думает, что папа-зомби пытался что-то сказать ему перед смертью, но он не смог уловить, что именно. Затем он взглянул на добычу. Там есть книга с запрещенной священной магией, которую он намеревается передать папе, и странный артефакт, похожий на ореол, который он тоже что-то припасает. Внезапно за спиной Люсиль появляется яркая вспышка света. Он оборачивается и видит прямоугольник на стене. Он боится, что сейчас произойдет что-то ужасное, но потом обнаруживает, что от него пахнет чем-то сладким. Поэтому он подходит к светящейся части и дотрагивается до нее, и его магическая сила высасывается. Как будто стена издает звук кря-кря-кря 2000 года, вскоре открывается волшебная дверь, и Люсиль следует за ним по лестнице, чтобы найти то, к чему он ведет. Он спускается на самый нижний этаж подземелья и находит там спящего гигантского раненого дракона. Люсиль немедленно наложил в штаны, потому что он ни за что на свете не станет сражаться с драконом. Однако он успокаивает себя, думая, что если это нежить, то он также может избавиться от нее, используя круг убежища. Поэтому он выпивает все свои магические зелья, чтобы полностью зарядить свою магическую силу, а затем отправляется к дракону на самую крупную авантюру в своей жизни. Люсиль использует круг святилища на драконе, и тот кричит от боли, когда святая сила поражает его. После секундного крика дракон падает плашмя на землю, и Люсиль тоже падает на задницу. Он задается вопросом, победил ли он, и подходит к дракону, который оказывается живым и в сознании. Он рычит, пугая Люсиль до смерти, но не решается съесть его. Дракон говорит, что он впечатлен тем, что неожиданное нападение человека действительно причинило ему боль, и в качестве награды он отдает ему все сокровища, которые копил веками. Люсиль не может поверить, что он может забрать все это, и дракон уверяет его, что это не ловушка, и после, если он заберет сокровище, подземелье исчезнет. Люсиль чувствует, что дракон не настроен враждебно, и решает расспросить его подробнее о назначении подземелья. Дракон рассказывает ему, что великий злой бог заманил его в ловушку среди других драконов в местах скопления темной магии, и это подземелье одно из них. Он надеялся, что герой спасет его, но никто не появился. Он рад, что Люсиль приехала, чтобы избавить его от страданий, и что он не жадничает до денег, которые по праву заслужил. Дракон говорит Люсиль, что он даст ему свою защиту, и тогда его будет труднее убить. Он заявляет, что отныне сражения будут еще более ожесточенными, и желает, чтобы Люсиль спасла как можно больше людей, и, возможно, несколько драконов тоже. Дракон начинает распадаться на части, и как только Люсиль прикасается к нему, он превращается в простой скелет. Он обещает исполнить желание дракона и помочь как можно большему количеству людей.
Внезапно он получает несколько довольно надуманных титулов, включая благословенный богом-целителем, защищенный святым драконом и убийца драконов. Затем Лусио кладет скелет дракона в свой волшебный мешочек и получает мистический посох и ожерелье. Пока он гадает, что это такое, они начинают светиться, и он немедленно телепортируется ко входу в подземелье и сразу же мчится в магазин Кэт. Ей кажется, что она увидела зомби, и она бросает в него несколько ножей, но Люсиль защищается. Он говорит Кэт, что все еще жив, и она подбегает, чтобы обнять его, и он тоже чувствует себя живым там внизу. Она рада, что он жив, потому что он провел в подземелье целых 6 месяцев, и только сейчас она подумала, что он сбежавший зомби. Люсиль говорит ей, что ему пришлось нелегко в подземелье, а Кэт говорит ему, что сейчас не время обсуждать это, потому что есть кое-что еще более срочное. Она выволакивает Люсиль за пределы Святой Церкви, и он находит там своих приятелей из предыдущего города вместе с гильдмастером своего города. Брэд тут же вцепляется в него мертвой хваткой, как делал это во время их ночных тренировок, а сам смеется от того, что все еще жив. Люсиль немедленно выходит из игры и спрашивает его, что привело их сюда, и прежде чем они успевают что-либо сказать, он слышит аплодисменты толпы. Как будто Байден действительно попрощался со всеми своими учениками. Займы. Прежде чем он успевает о чем-то спросить, он начинает чувствовать голод. Поэтому они отправляются в гильдию искателей приключений, чтобы поесть. Там Люсиль узнает, что с тех пор, как он пропал на 6 месяцев, люди боятся, что Святая Церковь заперла его, чтобы он не снизил рыночную цену на другие целители. Вот почему они штурмовали Святую Церковь, требуя, чтобы они освободили своего извращенца из раковины. После этого Люсиль вызывает Брода на спарринг-матч, чтобы проверить его успехи, и получает по заднице снова и снова. Лусио раздевается догола и кончает снова и снова, а Брод обращается с ним так грубо, как только может, в то время как все смотрят то, о чем они только слышали. Примерно так. Позже Лусио поблагодарит всех, кто беспокоится за него, и отправит их восвояси. После этого Броуд загоняет его в угол и говорит, что как бы сильно он ни вырос, он все еще слишком слаб и не должен совершать подобных безрассудных поступков. Затем Люсиль вручает Броуду несколько писем и просит его передать их Нанё и Монике. Он в ярости из-за того, что его так быстро понизили с должности учителя до почтальона, но он думает, что на этот раз сделает исключение. Двое грабителей действительно беспокоились о Люсиль, и они собирались уволиться с работы и приехать сюда, но ему каким-то образом удалось убедить их и, отдав, передать им письма. Это самое малое, что он может сделать. Позже Лючия со слезами на глазах попрощается с Броудом и другими, прежде чем отправиться к Папе Римскому, чтобы сообщить о своих выводах. Папа рад видеть, что с ним все в полном порядке, и говорит, что они послали Луми и ее команду спасти его, когда он долго не выходил. Но они не смогли этого сделать выше 30-го этажа из-за отвратительного запаха. После этого Люсиль рассказывает всем историю о своих приключениях в подземелье. Однако он опускает самые важные моменты и заявляет, что расскажет их только тем людям, которым доверяет, включая Папу Римского, Кота и Лумию. В то время как другие священники злятся на это как на кучку бэби-бумеров, которыми они и являются, Папа немедленно увольняет их. Затем он рассказывает девочкам о Папе-зомби, запрещенном магическом заклинании и самом шокирующем из всех, немертвом святом драконе. Он рассказывает, что дракон сказал ему, что следующий герой родится только через 40 лет, а тем временем монстры будут продолжать становиться сильнее, когда тьма окутает мир. Папа Римский обеспокоен, услышав все это, и она запрещает Кэт и Луми говорить об этом с кем-либо еще. После этого Люсиль спрашивает папу, почему он все еще застрял на первом уровне как неудачник, и она говорит ему открыть окно своего статуса и проверить это подробно. Он говорит, что его характеристики повысились, но уровень не повысился, и папа передает ему свиток, в котором содержится дополнительная информация о напитках Господа, которые он пьет. Иногда у жидкости может быть недостаток, из-за которого человеку, который ее пьет, очень сложно повысить свой уровень. Услышав это, Лусио впадает в панику, потому что не может выбрать между повышением уровня и продолжением пить мочу Господа, чтобы стать сильнее. Неделю спустя Папа Римский устраивает праздник в честь освобождения Люсиль из подземелья. Она повышает его до целителя ранга С и священника ранга епископа. Вдобавок ко всему, она наделяет его особой властью отказываться выполнять приказы кого бы то ни было, кроме нее. После этого она зовет Люсиль вперед, чтобы она обратилась к толпе, и он впадает в панику, потому что не произносил речи с тех пор, как окончил среднюю школу. Он все еще собирается с духом и начинает свою речь о том, что Святая Церковь вот-вот потеряет свою власть и авторитет из-за каких-то жадных и высокомерных целителей. Он заявляет, что создаст новые руководящие принципы для регулирования платы за лечение и спасет этот мир от американской системы здравоохранения, которая существует сейчас. Он клянется, что ты приложишь все усилия, чтобы спасти людей и восстановить славу Святой Церкви.